Мы первый день сегодня только вышли, эмоции нас переполняют. Я переверну камеру и покажу вам дворы, как живут люди, какие у них прекрасные домики. Поехали! Друзья, сегодня у нас большое событие. 2 недели прошло с тех пор, как мы приземлились в Канаду. За 72 часа до отлета мы сдавали тест ПЦР. Вот, и он был отрицательный. Даже несмотря на это, мы обязаны были отсидеть карантин 14 дней, никуда не выходить. Это правило очень строгое, в которых написано, что если вы нарушите эти правила, то вам грозит штраф 750 тысяч канадских долларов. А если кто-то заразится и, не дай бог, умрет, то вас могут посадить в тюрьму на 3 года, и вы заплатите штраф 1 миллион канадских долларов. Ребят, смотрите, школьный автобус школьников привез. Все как в американских фильмах, только мы не в Америке, мы в Канаде. Город Оттава, столица Канады. Я не уверена, можно ли снимать детей. Вообще очень много правил, которых мы еще не знаем, поэтому я буду делать это с осторожностью. Школа совершенно недалеко от нас. И мы сейчас с Данилой прогуляемся до школы. Пойдем до школы, Данилка? Автобус же привезли оттуда, значит, школа там. Но он же ездит кругами. Погодите, давайте посмотрим. Школа находится примерно в 5 минутах от нашего дома. Вон там летит самолет. Несмотря на то, что сегодня 12 февраля, я смотрю, у людей еще есть новогодние украшения. Снеговичок. Так как мы вышли сегодня первый день, поэтому не знаю, как вечером здесь все выглядит. Возможно, здесь все сияет красками, разными огоньками. Но выйдем обязательно вечером, я все вам покажу. Дорожки очищены, как мы видим. Что касается школы, мы написали в муниципалитет, отправили наши документы и получили ответ, что все держатели рабочих виз имеют право отправить своих детей учиться. Это совершенно бесплатно. Школа здесь начинается с 5 лет. И по возрасту Дани сейчас 8, скорее всего его возьмут в 3 класс, но это еще не точно, у нас будет собеседование. Обучение оплачивается государством, но в случае, если мы покинем Канаду или переедем в другую провинцию и захотим продолжать учиться в этой школе, например, онлайн, то стоимость обучения будет примерно 14 тысяч долларов в год. Мы вышли, видимо, на какую-то большую дорогу, относительно большую, где уже ходит общественный транспорт. Вот так он выглядит. Надеюсь, что звук записи будет хороший. Камера у меня старенькая, и микрофон к ней подключить я не могу, но очень буду надеяться, что вы все расслышите. Что? Когда мы только приземлились, на удивление в аэропорту не было вообще ни души, были только мы втроем. На парковке тоже стояло только наше такси. И вы можете себе представить, то есть аэропорт столицы Канады и дорога, которая ведет в город, это всего лишь двухполосное движение, на которой нет машин совершенно. То есть столица Канады — это не то понимание, как столица в России, да, Москва. То есть масштабы, конечно, здесь совершенно другие. Это скорее всего лишь административный центр. Вот. И, кстати говоря, что в Оттаву даже не летают международные самолеты. И было очень интересно, что мы летели в Торонто, то есть мы перелетели Оттаву. А потом уже обратно из Торонто летели час, уже как бы обратным путем в Оттаву. Сейчас я вам покажу школу, в которой, скорее всего, будет учиться Данила, наш сын.
Образование в Канаде есть как платное, так и бесплатное. Очень будем надеяться, что Даня быстро у нас адаптируется в канадской школе, потому что 3 года до переезда Даня посещал курсы английского языка и полгода последние занимался с носителем. Дань, с кем ты учился? Мистер Джон Ланкастербек, вечно в кожаных перчатках, чтобы не делать отпечатков. Он в гостинице советский, не советский человек. Поэтому мы очень рассчитываем, что Даня быстро вольется в коллектив. Вот так выглядит школа. Здесь только начальные классы. Если я не ошибаюсь, с 1 по 4 класс. То есть здесь только началка. Вот, собственно, сама школа. И вот жилые дома. Жилые дома формата 2 этажа на одной стороне. И жилые дома в формате вот здесь вот 3 этажа. Очень много нового, конечно, нас впереди ждет. Многое с нуля. Обязательно нужно пересдавать на права, потому что Канада не признает российские водительские права. Да, собственно говоря, и знаки у них сильно отличаются. Мы уже начинаем их учить. Вот. И очень много знаков, которых в принципе у нас нет. Очень много знаков дорожного движения посвящены школьным автобусам. Обратите внимание, что автомобиль за автобусом остановился по правилам дорожного движения. Полностью останавливается движение с обеих сторон. И автомобиль обязан остановиться за 20 метров до автобуса. Такие правила. Учим, готовимся к сдаче. Здесь большое-большое внимание уделяется, конечно, безопасности детей, ну и вообще безопасности людей. Данила, конечно, еще очень комплексует с кем-то начинать общаться. И мы сегодня вышли, когда он видел детей на площадке, он сразу захотел домой. Я думаю, это, конечно, психологически, что ему страшно начать разговор. Это случайно не знак? Да, да. Тут есть и еврейская школа. Еврейская школа? Еврейская. Все может быть. Вот есть ограничения, как находиться на территории школы. Нет, сказано нет. Ты же храбрый мальчик. Когда-то надо начинать общаться. Не только не сейчас. Ты не готов? Нет. Ну хорошо. Пошли. Хорошо. Классно, да? Вот тут живет раз и хоп, и школа. Ничего пока больше не могу сказать. Мы сегодня первый день только вышли. То мы находились все это время дома. Вот, и даже какие-то бытовые моменты очень сильно удивляли. Ну, например, ой, какие входные двери у людей. То есть дверь и большое стекло. На самом деле у нас точно такая же дверь. И там такой замок. Извините, у меня в туалете в России щеколда была надежнее, чем замки входных дверей здесь, в Канаде. Рядышком окошечко во весь рост стеклянное. Вот такая открытая страна Канада со стеклянными дверями. Еще такой момент, что практически не скапливается грязь, нет пыли. Я 2 недели хожу по дому в белых шерстяных носках, и не поверите, они до сих пор у меня белые. То есть как таковой грязи, черноты с дорог, как в больших городах, ее здесь в принципе нет. Все дома деревянные. Отделка снаружи немножко кирпичом, с обратной стороны это сайдинг, отапливается газом. Газом нагревается воздух, и по всей системе вентиляции воздух поступает в специальные решетки. Воду можно пить из-под крана, она совершенно чистая, то есть открываешь и пьешь. Никаких проблем у нас не было, 2 недели пьем, живы-здоровы. Белочки постоянно прибегают на территорию, на заборчиках прыгают, но кормить их не рекомендуется, потому что считается, что они должны сами себе добывать пропитание. Если их начать подкармливать, они начнут бесконтрольно увеличивать свою популяцию и нарушат экосистему. А так они постоянно в тонусе. И очень интересно, кстати говоря, белки здесь
в основном черного цвета. Таких я в России не видела. Еще интересно, пауки у нас дома белого цвета. Тоже очень странно для меня показалось. Это, кстати, почтовые ящики. Вот, если приходит какая-то большая посылка, то она кладется вот сюда в большой ящик, и ключ от него кладется уже в ваш почтовый ящик. После Нового года мы не возвращались в нашу русскую школу, потому что боялись из-за эпидемии. Мы же уже планировали переезд, были куплены билеты, поэтому наша задача была сохранить здоровье и не попасть на карантин. Мы не посещали школу. Мы практически ни с кем не встречались, только выходили на улицу. Вот и за 3 дня до вылета мы были обязаны сдать тест ПЦР на коронавирус. Это обязательное условие для посадки на самолет в Канаду. И вы уже даже, может быть, купили билеты, но если вдруг у вас положительный тест, то вас на самолет не посадят. Но нам повезло, и все прошло гладко. Да, Данилка? Гладко, да. Еще хочу рассказать о таком нюансе интересном. Дома все ухоженные, красивые, но почему-то у всех ободранные заборы. Абсолютно у всех наших соседей вот такие абсолютно некрашенные, серые и страшные заборы. Ну что, Данила, тебе понравилась прогулка? Нет, ты меня так замучила. Но зато будет что людям показать и рассказать. Да? Нет, ты меня и всего замучила с этими улицами. Ну потерпи немножко. Лучше же, чем дома сидеть. 2 недели же сидели. Нет, мама. Дома было лучше сидеть вместо чем. Конечно, дома был Brawl Stars безгранично, да? И Майнкрафт. Да, Данила? Это ли не счастье для ребенка? Что вы понимаете вообще в счастье? У меня бабушка, моя бабушка Клавдия, ей 83 года. Она все время спрашивала: Наташа, почему в новостях никогда не говорят про Канаду? Про все рассказывают, про загнивающую Америку, про наших врагов, как плохо живется в Украине. Ну почему про Канаду ничего никто не рассказывает? В общем, живут бабушка в Канаде красиво, культурно. И очень приятно здесь находиться. Мы, конечно, очень удивлены. Мы не привыкли к такому формату жизни. Красота, красота. Я, наверное, очень много раз это слово повторяю, но больше мне нечего добавить. У меня культурный шок. Культурный шок русского человека в условиях канадской жизни. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если поставите лайк, я пойму, что вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал. Также всех приглашаю на свой бесплатный курс для детей по сборке кубика Рубика. Добро пожаловать на мой сайт www.rubikscubekids.com. Скоро увидимся!